Путь от опасной маргинальной ближневосточной секты до главной государственной религии, чье руководство непосредственно вмешивается в управление величайшей державы мира. Вероятно, это не то, чего ожидали римляне, обнаружив существование неких христиан в своем государстве, тем более, что изначально они даже не отделяли их от иудеев. Об особых отношениях римлян и последователей Христа мы сегодня и поговорим. Всем привет, я Егор Зырянов, и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Изначально, когда в первом веке в Иудее возникло христианство, римляне его действительно не заметили, посчитав, что это какие-то внутренние разборки евреев с какими-то их внутренними сектами. И в общем-то, это действительно было внутренним делом евреев. Опуская богословские споры, просто укажем на то, что христиане действительно считали, что традиционная религия евреев, ее представители, зажрались. Храм уже не тот и так далее, поэтому моментально возник конфликт между ними и иудеями, державшимися за старый порядок. Как я уже сказал, римские власти, правившие Иудеей, особо не вмешивались в этот конфликт, кроме, знаете, той истории, где они распяли Иисуса, но это было сделано не ради того, чтобы покончить с религиозными спорами. Не делали этого римские власти еще и потому, что у них были традиционные проблемы с иудеями. Знаете, вообще Рим был очень толерантен по отношению к верованиям завоеванных народов и позволял там любым местным богам своим поклоняться, потому что считалось, что таким образом увеличивается число богов, которые покровительствовали самому Риму. Но до иудеев римлянам приходилось в основном иметь дело с язычниками, а иудаизм — это религия совсем другой формации. Как минимум потому, что евреи не признают наличие других богов, кроме еврейского. И это создавало ряд проблем, реально. Так что культурная пропасть между евреями и Римом была значительно глубже, чем пропасть между римлянами и любым другим завоеванным им народом на тот момент. Это и комплекс политических причин приведет к иудейским восстаниям, разрушению храма, тому, что евреи разбредутся по всей известной Экумении, к зарождению такой вещи, как антисемитизм, но речь не о том. В конце концов, иудеи не создавали какой-то колоссальной угрозы власти, поскольку это была очень народная религия, только для евреев, и кроме того, в иудаизме нет проповедников, это запрещено. И, наконец, это все же древнее верование, с таким Рим обычно не боролся. Договорились, что будут иудеи время от времени жертвы за здравие императора приносить, и ладно. Христианство же не только не соглашалось принимать любые другие верования, но еще было совсем молодой религией, готовой принять к себе любого. Христианство разрешало себя проповедовать, христианство посягало на римские представления об иерархии, а в римском обществе каждый должен был знать свое место, утверждая, что все люди перед Богом равны. То есть оно посягало на сам римский закон. Сакральный закон. Подробнее об этом я рассказывал в ролике, посвященном традиционной римской религии. И да, у нее есть отличие от греческой. И тем не менее, христиан долгое время было так мало, что даже несмотря на все эти присущие христианству черты, которые просто были невозможными для представлений любого нормального здравомыслящего римлянина, христиан никто не замечал. И не замечали их, практически до того момента, пока их не использовал определенным образом император Нерон. Один из известнейших римских императоров, благодаря, знаете, своей эксцентричности. На момент его правления римская церковь, хоть и не будучи законной, но уже существовала. Ее основателем считается сам апостол Петр, первым же епископом был товарищ Лин. Сейчас он считается вторым папой после Петра. Стал он таковым в 64 году, когда в Риме случился казус. Из 11 городских кварталов сгорело 4. Историк Светоний писал, что пожар устроил сам Нерон, ходя меж горящих домов и декламируя стихи, но Светоний родился спустя 6 лет после пожара, в то время как заставший пожар, будучи ребенком Тацит, утверждал обратное, что Нерон не только не устраивал пожар, но и активно руководил его тушением, не занимаясь ерундой. И если вы уже обрадовались за очищение честного имени императора, то вот вам еще одна важная для нас деталь. Несмотря на то, что он, судя по всему, все-таки не поджигал собственный город, тем не менее, такие слухи ходили, потому что, как я уже сказал, Нерон был эксцентричной фигурой. И ему нужно было найти козла отпущения. Им стали христиане, и это решение Нерона было очень жестоким. Тот же Тацит пишет, что их не только распинали, но и скармливали диким зверям и даже использовали в качестве живых факелов для ночного освещения. Но все это прошло очень быстро и очень локально, затронув только христиан самого Вечного Города. Так что это нельзя было назвать полноценными гонениями, да и волновала Нерона вовсе не борьба с христианством сама по себе. Далее, хоть христианство де юре оставалось незаконной религией, никто особо христиан не трогал, потому что это никому не было надо, вплоть до императора Трояна, при котором
границы Римской империи достигли максимальных размеров, из-за чего, наверное, его и называли так, как его называли. Император Цезарь, сын божественного Нервы, Нерва Троян, лучший Август Германский, Дакийский, Парфянский, великий понтифик, наделен властью народного трибуна 21 раз, император 13 раз, консул 6 раз, отец Отечества. Короче, этот достойнейший дядя постоянно наводил в Риме порядок и в какой-то момент обратил внимание на одну очень странную вещь в Вифинии. Налоги в этом регионе уменьшились, в основном налоги с продаж так называемого жертвенного мяса. Дело в том, что храмы после того, как приносили жертвы богам, распродавали излишки мяса, потому что, ну, знаете, есть пределы даже у божественного аппетита. Он начал разбираться, в чем дело, и выяснилось, что мясо не покупают. По каким-то там убеждениям. Он копнул чуть поглубже, и оказалось, что по убеждениям христианским. Он решил копнуть еще чуть поглубже и выяснить, что это за христиане такие, и услышал просто какие-то чудовищные, жуткие вещи. Во-первых, они все кровосмесители, потому что, ну, братья и сестры во Христе. Во-вторых, они все, конечно, каннибалы, потому что они едят плоть и кровь какого-то Христа. Тоже в массовом порядке. В общем, совершенно чудовищные люди, еще и не верят в других богов. Троян, конечно, ужаснулся и сказал, что дело надо исправлять, поэтому давайте накажем христиан. Ну, не всех христиан, а только тех, кто будет упорствовать в своих убеждениях. Вот, там, сказали ему принести жертву в честь нормальных римских богов. Он не принес, сказал, он христианин, ну тогда, конечно, его поубеждают. Если его не убедят, придется его казнить. Ну, а так-то, как бы, чего? И Троян решил, что этого достаточно. Ну, потому что у него были проблемы с еврейскими восстаниями, у него были проблемы с парфянскими партизанами. И я все еще считаю, что это звучит очень круто. Парфянские партизаны — это что-то потрясающее. В общем, ему было реально не до христиан. Тем не менее, в Риме, чтобы судить христианина, нужно было, чтобы на него кто-то донес. А анонимные доносы в адрес христиан Троян запретил. И все это усугублялось тем, что если бы обвинение оказалось сложным, то все наказания, которые должны были бы изначально пасть на обвиняемого, применялись к обвинителю. Поэтому доносы на христиан не были очень популярны. И знаете, несмотря на то, что Троян выпустил этот как бы антихристианский закон, в каком-то смысле, учитывая запрет анонимных доносов, он не только не сильно повредил христианам, он даже в чем-то им помог. К третьему веку христиан становится все больше, тем более, что империя стареет, расползается по швам, переживает экономические и политические кризисы, императоры сменяют друг друга, накатывают варвары, и христианские представления о том, что скоро наступит конец света, старина Иисус спустится и дарует праведным христианам спасение, становятся довольно актуальными. Да и монотеистические культы римлянам уже не в новинку. Существуют так называемые культы Митры и Исиды, время от времени поддерживающиеся властями. В 202 году Септимий запрещает христианам проповедовать свою религию и проходит волна гонений, а в 250 году император Деций одним декретом обязывает всех жителей империи приносить жертву богам империи в честь императора. И знаете что? Христиане этого не делают. Деций вообще был хоть и солдатский император, но довольно последовательный. Он вообще продолжал политику Септимия и в каком-то смысле Трояна. У него даже второе имя было Троян, Деций Троян. Так вот, массовый отказ христианами от принесения жертв, наказывавшийся смертной казнью, привел к первым по-настоящему крупным гонениям. В христианской культуре от тех непродолжительных, но жестоких гонений остались буквально сотни мучеников. Львы, кресты, ну вы все знаете. Впрочем, руководствовался Деций, скорее всего, не ненавистью к христианам, хотя такая версия тоже есть, сколько стремлением централизовать римскую религию и стремлением вернуть традиционному римскому культу статус, который он постепенно терял. Но христианам повезло, потому что через 2 года после восшествия на императорский престол Деций утонул в болоте, убегая от армии готов. И репрессии прекратились. Следующая волна репрессий была при императоре Валериане, и она была еще жестче предыдущей, потому что, в отличие от предыдущей, там еще изымались священные книги, начинались гонения на христиан среди знати, начинались гонения против самой церкви, а не только против представителей культа. В общем, проблем они христианам создали много в те годы. Но Валериан был вообще тем еще типом. При нем еще случилась эпидемия чумы, вторжение альманов в Италию, франков в Галлию, готов в Дакию, нападение персов на восточные границы империи. В общем, ему не везло реально. Закончил он, впрочем, тоже плохо. Те самые персы залили ему в глотку золото, выпотрошили, сняли кожу и набили соломой с навозом. Не думаю, что по нему кто-то скучал.
И, наконец, был правивший с 284 по 305 года нашей эры император Диоклетиан, достойный прям отдельного выпуска, знаете, покончивший, так сказать, с кризисом 3 века в Римской империи и организовавший самые массовые гонения на христиан, ко всему прочему. Они вошли в историю как Великое гонение. А еще он разделил империю на Восток и Запад в первую очередь, но об этом чуть позже. Сначала нам нужно сказать две вещи. Первое. Диоклетиан был императором формата Make Rome Great Again, выступавшим за то, чтобы вернуть старые римские верования с полубожественным императором и так далее. Но это была не такая популярная позиция, как могло бы показаться. С одной стороны, христиан ведь было уже довольно много в империи, от 5 до 10%, в разных регионах, в некоторых, конечно, меньше, в некоторых еще больше, например, на Востоке. И народ не то чтобы сильно уже поддерживал эти гонения, потому что они жили бок о бок с христианами, они видели христианские храмы, христианские общины, и в целом осознавали, что христиане это, в общем и в целом безобидные чуваки, которые живут общинами и реально помогают друг другу. С другой стороны, у знати тоже было много вопросов к старой римской религии, ведь, как я уже сказал, существовали солярные культы Митры и Сиды, практически монотеистические, и власть уже делала на них ранее ставку, потому что осознавала необходимость какой-то сплочающей вот эти все бесконечные римские народы религии. И поэтому старое римское язычество, божественный император, черт пойми что, какие-то бесконечное число разных храмов, все это было нужно разве что самому божественному императору и его приближенным. Больше никому. Пункт второй. По всей вероятности, основным зачинщиком этих гонений был не сам Диоклетиан, а Цезарь Востока Галерий, который управлял одной из 4 частей империи, Востоком, где жило реально много христиан, и против которых у него могли быть счеты, он был страстным язычником, а главное, что со всей этой политикой его Августа, самого Диоклетиана, война с какими-то там мерзкими христианами помогала ему набирать политические очки. И тут надо еще рассказать о том, что при Диоклетиане империя разделилась сначала на 2 части, Восток и Запад, которыми управляли Августы, одним из которых был сам Диоклетиан, а потом еще на 2, которыми управляли Цезари, назначаемые Августами и становившиеся наследниками этих Августов. Диоклетиан с Галерием получили Восток, более богатую и жирную часть, а 2 других так называемых тетрархов получили, соответственно, Запад. И система была таковой. После смерти Августа его власть должна перейти к Цезарю, Цезарь становится Августом, назначает своего Цезаря, и вроде как все хорошо. И с одной стороны, это решило кучу административных проблем. Империя теперь была, по сути, 4 независимыми областями, ими проще управлять, проще налаживать инфраструктуру и так далее. Но кроме этого раздела, Диоклетиан сделал еще одну важную вещь. Теперь Августы, императоры, обладали божественной полной властью. Они уже никак не отчитывались перед каким-нибудь там сенатом. И вы понимаете, что из этого могут последовать некоторые проблемы. У нас есть 2 чувака, которые управляют одновременно разными областями самой крутой империи в мире. И делают это, в общем, практически на божественных правах. И есть еще 2 чувака, которые претендуют на эту власть. Что могло пойти не так? Не привело это действительно ни к чему хорошему, а после того, как Диоклетиан честным образом ушел с поста и начал заниматься выращиванием капусты. В общем, после того, как Диоклетиан ушел с поста и начал заниматься выращиванием капусты и отошел от политических дел, естественно, все эти Августы и Цезари перегрызлись между собой и повцеплялись друг другу в глотки. И для нас важно, что во всей этой кутерьме, больше напоминающей склоки мордорских орков, нежели дележ священной римской власти, сухим из воды выйдет не какой-нибудь ретроград типа Диоклетиана или Галерия, а Константин I Великий, достойный также отдельного выпуска. Короче, Константин разбивает Максенция, к слову, совершенно позорным образом, у Мультвийского моста в 312-м. Затем Лициния у Хризополиса в 324-м и становится единоличным правителем всей Римской империи, заодно став первым христианским, хотя большую часть жизни он оставался язычником, правителем римского мира, наконец проведя легалайз. И не этот, а легалайз христианства. Но тут есть целая куча «но», как вы можете догадаться, учитывая, что еще за 10 лет до этих событий христиан прибивали к крестам, а тут вдруг такое. Перед той самой битвой с Максенцием Константину сходит крестное знамение на небе, солнечным сиянием высвечивается текст «Инок синьо винчес». «Сим победивший». В общем, его легионеры наносят себе на щит монограмму Христа Хризмон, и что вообще происходит? Во-первых, история со знамением — это все-таки легенда, а значит, что и история с христианскими знаками на щитах тоже, возможно, вилами по воде писана.
Во-вторых, Константин после победы над Максенцием вошел в Рим язычником, а не христианином, и не просто язычником, а верховным жрецом непобедимого солнца, религии, которая еще 30 лет назад при императоре Аврелиане стала государственной официальной религией Рима. И, собственно, этот культ был родственен тем самым культам Митры, Исиды и так далее. В-третьих, этот солярный культ уже был фактически монотеистическим и в представлении многих римлян мало чем отличался от христианства. Христа иногда именовали солнцем, изображения солнечного бога во многом перекликаются с изображением христианского бога. Христианский богослов Терулиан еще в начале 3 века писал, что многие язычники считают, что христиане поклоняются солнцу, потому что молятся на восток. Нам сейчас может это показаться странным, но многим римлянам тогда действительно могло казаться, что христианство — это логичное продолжение этого самого солнечного культа. Что да, обряды немного другие, немножко другая система, но в принципе это то же самое божество. Сторонники непобедимого солнца и сторонники Христа вполне верят в одно и то же. И еще есть мнение, что Константин действительно уверовал в Христа, потому что его мать была христианкой, но тут все не так уж и чисто. Во-первых, потому что по некоторым источникам, судя по всему, его мать крестили все-таки уже при нем. И тогда обычно спрашивают, если он не верил в Христа всю свою жизнь, то зачем ему вот это все? Зачем ему делать ставку на христиан, которых, как я уже сказал, 5-10% на всю империю? Тут тоже есть свои ответы и свои аргументы. Константин изначально ни на что не опирался. В 313 году Миланским эдиктом он только легализовал христианство, сделал его законной религией. Это раз. На востоке империи, куда Константин перенес столицу, христиан было значительно больший процент, около четверти населения. Это два. И, наконец, в-третьих, он воспользовался довольно забавным то ли багом, то ли фичей. В любом случае, в позднем христианстве это пофиксят. Дело в том, что при принятии христианства ты очищаешься от всех своих грехов. И все этим классно пользовались, поэтому Константин крестился только в 37 году, непосредственно на смертном одре, получив тем самым прощение всех своих грехов, которых он явно нахватал, будучи язычником всю свою жизнь. К концу своего правления политическая ставка на христиан, впрочем, явно имела место. Например, в 25 году с легкой руки Константина случился Первый Никейский собор, где христиане должны были договориться обо всех богословских вопросах. Как молиться, кому, кем считать Бога и так далее. Не думаю, что императора всерьез волновали догмы, но ему было важно, чтобы существовала единая церковь, не раздираемая внутренними конфликтами. Тогда арианскую версию христианства признали ересью, и в этом есть своя ирония, потому что перед смертью Константина крестил именно арианин, судя по всему. Такие дела. Но христианство тогда еще не стало официальной религией Рима. Это произойдет только в 380 году. И, кстати, Рим не станет первым христианским государством. Это звание принадлежит Великой Армении. Итак, Фессалоникийский эдикт, 380 год, а затем Второй Вселенский собор сделают так, что Рим, который уже через 15 лет навсегда разделится на две части, от которой вскоре останется только восточная, станет христианским, а само христианство станет неотделимо от государственности, будь то институт церкви Византии или институт папства на Западе. И за это надо сказать спасибо даже не Константину Великому, а Феодосию Великому, последнему императору Единого Рима. Он, в отличие от Кости, который все-таки старался сохранять какой-то религиозный нейтралитет, действительно был настроен против язычества. Он закрывал храмы, он запрещал поклоняться языческим богам, сам был христианином и так далее. И, кстати, именно из-за того, что он сделал христианство единственной официальной государственной верой, многие считали, что при нем, в общем, все проблемы были именно от этого. Короче, учитывая, что становление христианства в качестве государственной религии Рима произошло только при нем, все на самом деле становится на свои места. Христиан к тому моменту, особенно на Востоке, было уже очень много, и консолидирующую силу христианства власти не могли не заметить, тем более, что многие представители этих властей сами были христианами. Кроме того, христианство было очень инклюзивным, оно позволяло вступать в свои ряды абсолютно кому угодно. Представители монотеистических культов видели в христианстве улучшенную и пропатченную версию собственных верований, и на то тоже есть причины. За несколько веков игр в прятки и в догонялки с римскими властями христианство смогло выстроить очень эффективную церковную инфраструктуру. Как, собственно, церковную, так и, скажем так, общественную. Потому что христиане были вынуждены делиться между собой ресурсами, предоставлять друг другу убежища и так далее и тому подобное. Кстати, вот эта рыба, с помощью которой христиане друг друга опознавали. Ихтис, аббревиатура Иисус Христос, Божий Сын Спаситель.
Ну а поддержка государства, нуждавшегося в том, чтобы найти какой-то инструмент для сплочения вот этого разрозненного римского народа, понимавшего необходимость какой-то веры, которая бы объединила империю, стала финальным аргументом для того, чтобы христианство заняло свое место под солнцем. Короче, выкованное в этой долгой, многовековой, сложной и тяжелой борьбе с Римом, оно в итоге стало частью этого самого Рима. А еще стало одним из главных факторов дальнейшего формирования так называемой западноевропейской цивилизации. Спасибо патронам и патронессам, которые посмотрели этот ролик еще вчера. Спасибо патронам и патронессам еще и за то, что благодаря им мы сейчас говорим об античности. И спасибо им за то, что они поддерживают этот канал. В любом случае он существует из-за этого. Но всех остальных мы тоже очень любим. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, пишите комментарии, шерьте это видео. Вот эти все вещи. Рыба.